Всем привет! Вы все еще на канале Пульс.нет. Это те, кто с прошлого стрима, кто не с прошлого. Добро пожаловать! Сегодня у нас стрим простой, номер 2, как обычно по воскресеньям. Мы играем с вами в новый телефон, в PUBG Mobile. Сегодня у нас это Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Напоминаю, что на канале нет мата. Раз в месяц разыгрывается 5 фитнес-браслетов Mi Band 4. И есть канал для стримов, пока я его запустил. Там пока 600 человек. Как только будет 1000, разыграю 3 копии AirPods. Среди 1000 человек это очень даже неплохо. Сейчас покажу вам то, что я попытаюсь тестировать, но сразу говорю, что это плохо. Главное, что мы протестируем, это, конечно же, телефон. По поводу распродаж, еще чего-то, всего остального, можете сейчас спрашивать. А так можно начинать. Телефон Redmi Note 8 Pro покажу, в каком состоянии. Он у меня китайской версии. Перепрошивать я его еще не перепрошивал. Характеристики вы сейчас сможете увидеть благополучно и без проблем. То есть на Helio процессоре G90T с 8 гигабайтами оперативки. И в принципе ничего такого супер интересного. Телефон тянет, проверено. По мне, телефон не очень хороший, но опять же, это мое субъективное мнение, вам виднее, скажем так. Потому что, когда долго и упорно играешь какие-то телефоны из разряда OnePlus 7T Pro, может быть, объективно уже сложно воспринимать телефона подешевле. Все относительно. Какой телефон можно выбрать до 40 тысяч рублей? Я бы взял либо любой OnePlus, либо один из телефонов Huawei. То есть, допустим, я понимаю, что там не допустим, а у Huawei сейчас у нас нету никаких... Нет Play Market, но это вот такая вот ситуация, ничего смертельного. Сейчас покажу вам, так, принц... ничего не понял. Сейчас покажу вам настройки сразу. Можете подключаться к моему аккаунту. Здесь он 10.106.22. Вот. Я так понимаю, это он. Или это денег. Ну, по-моему... нет, польза 66. Принц, подожди. Все правильно. Это тот же самый аккаунт. Единственное, настройки надо поменять. С графикой я здесь не помню, что у меня выставлено, чтобы вы все понимали, что графика стоит на высоко. Так, тихо, фокус. Ну и так видно. Графика высоко, частота кадров ультра. Больше, в принципе, автонастройка графики выключена. Нестандартные экраны, необходима перезагрузка есть. Яркость просто на 100%. Дальше, что мы делаем? Мы делаем один запрос. Кто у нас тут хочет играть? Принц, окей, ты в команде. Кто еще хочет сыграть? Добавляйтесь. Звук я все равно отключу. Так что единственное... Сань, Вячеслава админа кто-то заблокировал. Я варвар Вячеслава не блокировал, но я его разблокирую обязательно. Привет, Никита, привет. Да, можно поиграть, если успеешь добавиться. У нас уже 50 человек, у меня тоже Redmi Note 8 Pro зеленый. Огонь, огонь, как говорится. Единственное, настройки надо еще, пока вы предлагаете подключиться. Больше никто играть не хочет. Польза 66. Что я еще могу добавить интересного в настройках? Это все то же самое, в принципе. Вот сюда только поближе поставить. Сохранить. Можно мне модерку? Нет, пока нет. Батона я, может быть, неправильно выражаю свою мысль, когда говорю, что здесь никаких склок нет, расизма, нацизма, национализма и т.д. и т.п. Канал максимально простой и максимально... Опа, сейчас кто-то предлагает. Максимально посвящен технике. Максимум еще могу поговорить по поводу ЗОЖ, хотя я зожевцем не считаю себя, но не пью, не курю. Я думаю, что для этой страны, в которой я живу, это уже почти ЗОЖ. Хотя чипсы ем, безалкогольное пиво пью, да-да-да. Про резиновых женщин не шутите, у меня есть супруга. Если найду... Очень жаль, что приходится из 55 человек уже кого-то блокировать, но все бывает, так сказать. Блокируются у нас все просто. Если не нравятся правила канала, просто не приходите на канал, правильно? Так, что тут еще? Давайте еще 2 человек добавляю. Если хотите, то играйте. Считаю до 10 и потом начинаем играть
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, можно начинать. Дальше, сколько раз будешь играть? Никита, я не знаю, на данный момент вот 99% заряда. Единственное, что нас интересует правильно, это заряд. И чтобы мы успели пообщаться 50 человек. Всем привет. Оскар, здорово. Вот. Сколько человек поиграет, столько поиграет. Какой ник? Польза 66. Еще раз играю я ультра плохо, но единственное, что меня интересует, я думаю, как и вас, это в первую очередь способности данных девайсов. Плюс я потихонечку буду тестировать вот такие приблуды из разряда триггеров. Но вот этот вот работает ужасно. Я не знаю, может быть какую-то отдельную функцию надо включить. Но он здесь, видите, только я его устанавливаю. Сейчас начну бежать, он автоматически начинает работать. То есть, ну это очень плохо по мне. Вот этот вот триггер получается от Базеуса, он не хороший. Единственное, он неплохо освежает, но опять же освежает для телефона, а для человека то, что вентилятор у него работает, не освежишься. GPay заведется, если прошить на Global. Я не знаю. Вот честно, я сегодня хотел заняться перепрошивкой телефона, потому что, еще раз повторяю, Stratos 3 с китайского я перепрошил. У меня еще Mi Note 10 на китайской тоже нужно перепрошить. То есть есть чем заниматься, но между роликами и перепрошивкой я выбираю все-таки так. Вот началась болтовня, придется друзей отключить. Вот. К чему это все? К тому, что... Сейчас я укажу, что команда меня может слышать. Так вот, из всех вещей, которые у меня есть в альтернативе, когда, допустим, когда у меня есть свободное время, я либо тестирую, либо делаю ролики. Тестировать, допустим, те же кроссовки довольно просто с куртками. Довольно сложно тестировать телефоны, потому что здесь, во-первых, они очень похожи друг на друга, к сожалению. А во-вторых, нужно больше времени. На наушники мне нужна неделя. Вот. А варианты такие, как вы сейчас пишете, что перепрошить, ну, смысл этим заниматься. По большому счету в Питере, допустим, перепрошивается любое китайское устройство за 1000 рублей. Одесса с вами, в розыгрыше не участвую, у вас больше будет шансов, удачи. Что за напальчники? Напальчники с великолепного сайта Фия чего-то там, показывал я на стриме. Дорогие, я почему-то думал, что я их за 100 рублей купил, а оказалось за 10 долларов. Но их приходит 4 штуки. Вот. Не знаю, мне кажется, что не особо прикольно пальцами тыкать голыми перед экраном. Может, адаптируюсь, но пока у меня есть эти штуковины, они меня радуют в принципе. Почему не ими, правильно? Вот. Тем более, мне кажется, что, не знаю, с ними удобнее. Может быть, я не прав. Так, где у нас зарубы? Зарубы со всех сторон. Какие бюджетные Bluetooth наушники посоветуешь? Только Halo GT2. О, клиент. Ваш товарищ принц уже кого-то вырубил. Давай я заберу у тебя. Спасибо за... Опа. За фраг. Товарища забрал человечка. Так, что у нас там? Там у нас кто-то бегает. И кого-то уже кнокнули, да? Да. Товарищи уже кого-то кнокнули. Стоп. Я смотрю, у меня очень хорошие команды все время подбираются, хорошо играющие в PUBG. Дальше я как раз могу поотвечать. Они для PUBG норм? Да, мне нравятся, во всяком случае. То есть сказать, что норм, что за напальчники? Ты пробовал установить приложение GX Tool. Зачем? Они для PUBG можно принудительно установить максимальные настройки. Зачем мне устанавливать максимальные настройки, если большинство людей играть на них не будут, в принципе? Вот. Я сток устанавливаю. Я считаю, что это более-менее правильный подход. Возможно, я и не прав. Вот. Но я все-таки считаю, что... Так, стоп. Здесь у нас тоже какой-то заруб продолжается. Очуметь, у меня командочка подобралась. Мне кажется, им отдельно стримить нужно. Как профам. Стоп. Так, кто-то за меня килла взял.
Так, что у нас еще? Это Light, я не знаю. Какой ник? Повтори, пожалуйста, просто хочется с тобой в следующей катке сыграть. Польза 66, вроде бы. Можете поправить. Есть крутой такой же фирмы, как твои напальчники, но они не идеальны. Их много вообще. Я говорю, я просто эту фирму конкретно не тестировал. Ну как, я имел с ней дело, у меня были девайсы их на обзоре. И, соответственно, вот их напальчники я их купил. Может быть, потому что мне они просто попались, либо была распродажа. Я даже не помню за сколько. Я сейчас их видел, они стоят 10 баксов. А, не 10, 8. 8, притом их сколько там было? Стоп. Принц опять кого-то убил. Опять я никого не успел подстрелить. Лучше будет взять ноут 8T, чем Pro. По-моему, да. Но я говорю, я в характеристиках T вообще не смотрел ничего. А по поводу прошки хотелось бы сказать один счастливый момент. В первую очередь у прошки, по моим меркам, довольно сильно греется корпус. Но вот сейчас, пока мне играть комфортно, я думаю, больше часа мы вряд ли с вами играть будем. Во-первых, потому что я довольно плохо играю, хотя народ, видите, вывозит вокруг. А во-вторых, по той причине, что смысл, мы и так увидим, насколько быстро гасится батарея. Вот сейчас уже 96%. Если вы помните, в прошлый раз я тестировал такой великолепный телефон, как Xiaomi Mi Note 10. Вот он у нас садился очень медленно. Эти садятся, очень быстро по мне. Так, я не знаю, куда я бегу. Сейчас я отложу телефон, чтобы Mi Note 10 с музыкой не сбросился. Вы музыку слышите? Если не слышите, давайте я сделаю погромче. Да, не забываем прожать лайк, подписаться на канал для стримов, потому что здесь я стримлю вот последние разы, пока 1000 человек там не наберется. 600 человек уже там есть. Напоминаю, что как только 1000 будет, буду там начинать разыгрывать всякие штуки. Плюс я послезавтра буду там, точнее, разыгрывать 4 фитнес-браслета, 5 фитнес-браслетов Mi Band 4. То, что происходит каждый месяц, в принципе, на канале. Дальше, можно меня в следующую катку? Сами добавляйтесь, может быть. Да, вроде бы да. Курки играю с пленкой, 0 ложных срабатываний. Круть. Дальше выбирал между Note 8 Pro и Realme XT. Выбрал в итоге второй. Я бы так же сделал, честно. Однозначно так же. Ты хорошо играешь, вообще нагибаешь. Смешно, я вообще не умею играть. А еще учитывая, что это происходит во время стрима, все это супер... Стоп. Все это супер печально. Так, кого-то из наших гасит жестко. Нет, это просто взрывы рядом. Смысл, сейчас лутаются все, это правильно понимаю, поэтому мы в городе тусим. Сейчас кто-нибудь зайдет по тихой сапе и зажгет этот день. Дальше. Почему ты так же сделал? Почему ты так же сделал бы? Почему? Потому что 8 Pro мне поначалу не понравился. Может быть, дело в том, что прошивка улучшилась. Вот, и поэтому все стало норм. Но в принципе, вот данный аппарат мне не зашел. Да ладно. Не успел я. Не успел понажимать, неудобно выставлено. Надо привыкнуть так же, как мне советовали, чтобы вот этим пальцем стрелять. Дальше брать QCY T5 или Redmi AirDots. Я бы взял QCY T5. Если слишком громко музыка, напишите, пожалуйста, други. Здравствуйте, вы делаете обзоры на игровые ноутбуки? Есть топ. На игровые ноутбуки не делал обзора. У меня Asus ROG Strix. Игровой ноутбук я бы покупал исключительно, если он вам прям безумно нужен, потому что я бы все-таки взял на вашем месте, если у вас есть возможность, давайте поближе сделаю, если есть возможность что-нибудь из стационара. Почему? Все довольно просто. У вас, допустим, есть необходимость рендера, либо играть, намного дешевле выйдет купить стационар. Я купил себе ноутбук Asus ROG Strix когда-то за 78 тысяч на все апгрейды, то есть покупая 2 винта SSD-шных, дополнительную оперативку, он мне в итоге вышел почти 100. Буквально месяца 2 назад я собирал себе компьютер стационарный, а прошло уже 1,5 года. Я потратил 90 вместе с видеокартой 2070, камнем AMD 3720X. В общем, все полный фарш по моим меркам. Рендерит он в раза 4 быстрее, чем этот ноутбук. И потратил я фактически те же деньги. То есть, еще учитывая, что рубль просел. Можно ли с тобой сыграть? Да без проблем. Польза 66. Добавьте в друзья и постараюсь
Какие наушники посоветуете? На канале есть топ-10 наушников по звуку, там по цене очень много выгодных ушей. Я считаю, довольно много выгодных ушей. Из того, что есть, без зазрения совести, Halo GT2 и KZ-S1. Чтобы я взял, я бы, наверное, взял KZ. Но у меня они в ушной канал залезают. Если у вас маленькие уши, либо вы подросток, конечно, это риск. Можно QC White 5 взять, как вариант. Попробуй 3 пальцами поиграть. Я не понимаю, как я буду стрелять, если честно. Я постараюсь, вот не знаю, надо... Вложенных нажатий слишком много. С координацией игрой. Да ладно, игра-то это второстепенная. Главное, пробуешь, что пробуешь. Какое следующее видео будет? Следующее видео должно было быть про вот эти вот очки, но ввиду того, что сегодня 2 стрима, я, наверное, не буду делать ночью стрим, а пообщаюсь лучше с супругой сегодня хотя бы. Стрим на... Ой, точнее, ролик на очки сделаю завтра. А послезавтра у меня будет ролик на... Что я уже, кстати, говорил, на что будет ролик. На что-то интересное. На часы. Если я успею, на Колме М что-то там. И мне спойлер, если вы хотите негатива, то есть там, по-моему, миллионник какой-то их ругал за ремешок и за все остальное. Ну, а эти часы, они выглядят и стоят ровно столько, сколько должны. Я не считаю, что за 1000 рублей чего-то больше должно быть. Если брать из гаджетов, которые должны быть у вас на руке и стоить по минимуму, лучше купить, конечно же, Mi Band 4 всегда. Ну, а на данный момент, ну, опа, 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 опа. Да ладно, они даже не смогли меня сбить, прикиньте. Ну, что за печаль? Как же мы поменяем? Ну, а где моя тусовка? Где мои супер игроки? Ну, главное, что они теперь не уедут отсюда. Опа, вижу клиента. Давай, лутайся. Да тут какой-то целый сквад получается. Чужой наш сквад. Чей-то еще. Этот пытается убежать. Да что за заруб? 3 фрага. Опа. Боковой. Хорош. Умняш. Кнокнул, нет? Да, иногда, видите, везет мне. Так, извините, что не отвечаю, потому что там какой-то заруб жесткий. Опа, сзади теперь. Да что за залипалово-то? Ну, наконец-то хоть кто-то поддержал из команды. Так, а там кто-то еще был. Все, уже всех убили. Спасибо большое. Вспомнили, что я в команде. Извините за заруб, потому что как-то не получилось поотвечать на вопросы. 72 человека, хорош. Направляем право и слева. Ничего я не понял. Я кого-то даже убил, что очень удивительно для меня. Да, надо подлечиться и продолжить дальше игру. И ответы на вопросы в первую очередь. Игра игрой, ответы по распорядку, правильно? Так, что еще? О, Павел, здорово. Зачем я сюда зашел? А денег на патроны кинуть? Спасибо. Спасибо за финансовую поддержку, Павел. Ты каждый стрим меня поддерживаешь. Очень приятно. Так, дальше. Что у нас еще? Сейчас я полностью подлутаюсь. Какие-то товарищи, не супер-мега товарищи, не особо дико следят за моей блогерской деятельностью. Ладно. Дальше. Куда бежать? Куда бежать и что делать? Карту смотрим. Давайте вот сюда куда-нибудь. Опа, заруб. Нет, это мне предлагают сесть или заруб. Я ничего не понял. Ну ладно, патронов у меня нету. Дальше. Блин, я не могу найти тебя в пабге. Польза 66. В чем сложность? Зашел поставить лайк. Продолжаю. Удачи. Вячеслав, спасибо большое. Самый крутой звук в Bluetooth наушниках, который я слышал, это Bullets Wireless 2. Продал. У меня левый наушник жутко выпадал. Ну, соляви. Попадались Redmi Note 8 Pro, если попадались Redmi Note 8 Pro.
пользовались. Это и есть Redmi Note 8 Pro, и это и есть тест данных данного девайса. Вот сейчас. На автономности пока, если честно, не все хорошо в плане того, что довольно быстро сажается батарея в PUBG, и он уже довольно горячий. Я специально снял... так, что у нас тут? Почему исчезла музыка? Я специально снял с него кожух, чтобы иметь возможность... Кожух. Скузи. Пауза почему-то на музыке встала. Дальше. Там про 8 Pro Android 10 вышел. Скинь FPS. FPS здесь показывает. Сейчас боковушечка. FPS 39 показывает. 40. Вот сейчас видите, может быть. Да, 36. 39. Вот примерно 39. При настройках Full. Вот. Так, что-то все везде выпрыгивают. По сути, народ решил зарубаться каждый на своей машине. Чехол, кожух, да, чехол. Кожух, кабура. Просто параллельно играю. Будут ли обзоры на рюкзаки? Однозначно будут. Я еще 2 заказал во время сейчас распродажи. Кому интересно на распродажу, еще раз повторяю, что Варвар правильно подсказал, что на Pepper.ru есть скидка 500 рублей на заказ от 1000. То есть вы заходите на Pepper.ru, там не всем, я не знаю, по какому принципу они дают, я воспользовался. У меня получилось, я купил одну вещь за 1000 рублей, 500 рублей мне сделали скидку. Больше никакие купоны не применить, но 50% от штуки это прям очень неплохо, я считаю. Что еще бы хотелось добавить по поводу сейла? Сейл реальный, если вы хотите какие-то товары приобрести. По-моему, они даже на 2 дня его продлили. Почему продлили, я уже говорил на стриме, потому что с продажами все очень плохо. Люди логично экономят деньги. Очень многие из моих знакомых сейчас будут в прямом смысле на бабах, потому что все приостанавливают свою работу. И довольно сложно представить, как у народа будет жизнедеятельность в условиях... Не все же дистанционно работают. Опа. Мне, можно сказать, предложили пройтись. Вот такие товарищи. А у тебя был тест Xiaomi Mi 9 в играх? Да, был. В канале есть на Xiaomi Mi 9 обзор. Данный девайс мне не дико понравился. Так, я не понимаю, в чем проблема. Вот данный девайс мне не дико понравился. Опа. Кто-то где-то как-то стреляет. Ну, относительно все. Дальше. Как пользоваться этими скидками на Али? Очень просто. Во-первых, в первую очередь, посмотрите, есть море обучающих роликов. Есть скидка самого продавца, есть скидка от Алиэкспресса, есть кэшбэк по карте, есть кэшбэк. Ну, кэшбэк по карте и кэшбэк через программу довольно низкий обычно. Но кэшбэки, точнее купоны от самого Алиэкспресса могут быть очень вкусными, так же как могут быть довольно вкусные купоны от продавца. Вот их всех применяете и получаете конечную стоимость товара, довольно низкую обычно. Скажи, почему после того, как тебя убивают, ты не смотришь Тимми Тайми? Во-первых, там интересно, чем бой закончится. Во-вторых, на экране все равно будет динамика, но ты сможешь отвечать на комментарии. Да, а смысл мне тогда тестировать девайс? То есть, как сформулировать? При любом раскладе, если я буду следить за дальнейшим развитием событий у моей команды, во-первых, все затянется, а во-вторых, в моем понимании все равно телефон ест меньше значительно. Ну, хорошо, сяду я. Куда-то они едут. По-моему, подлагивает. Нет, кстати, не подлагивает, нет. Подлагивает только сам стрим. Как думаешь, Xiaomi 9 взять или Samsung C10? Samsung не очень люблю, Xiaomi Mi 9 в принципе норм. Они допилили прошивку. Дальше. Так, на плавных настройках можно ставить 60 FPS? Может быть, но смысл не в этом. В первую очередь даже не смотреть, как сильно он лагает. Миссия сегодня у меня не смотреть, как сильно лагает телефон. Миссия посмотреть, как быстро разряжается батарея, и пока все плохо. Пока у нас на одной катке 10% уже ушло. Я понимаю, что мы долго не умираем, но... Отмена. Опа. Видите? Подключиться снова. Что-то как-то вылетел. Но вылетел он, потому что китайская версия. Вступить в бой еще раз.
Так, на MIUI сидишь или шьешь на что-нибудь? Да, сижу на MIUI, во-первых, а во-вторых, мой основной телефон это OnePlus 7T Pro, и на него я снимаю обычно обзоры. Соответственно, вот от этого пляшите, как бы. Так, у нас кто-то отвалился? Нет, кого-то убили. Это очень печально. Опа, здесь кого-то убили, и кто-то это наш товарищ. А кто убил, интересно? Вопрос дня. Так, это товарищи мне предлагают залутаться. Да, кому-то очень сильно броник попортили. Тын-дырын-дырын, опилки. Ей, у меня наконец-то под АК появился. Так, стоп. Опять хотят сесть, чтобы я сел. Это очень печально с той точки зрения, что я даже не успел, получается, залутаться хелфом. Сядь в машину, уже сел. Какой взять смарт за 500-700 долларов? Желательно, чтобы камера была крутая и мощный проц. 700 баксов это OnePlus. Пожалуйста. Mi 9 Lite или Mi 9T? Mi 9T. Простой Mi 9 Snap 730G. Это не самый худший вариант по мне. Я говорю, опять же, вот эти все цифры, они довольно быстро отваливаются, когда вы начинаете девайсом пользоваться. У меня были на руках какие телефоны? Huawei P20 Pro, Mi 9, iPhone 7, 11 Pro Max у супруги. Вот сейчас OnePlus, потом... В общем, довольно большое количество. Samsung очень сильно мне нравились. Опять же, когда у них серия была Mi Note 3. Так, я не совсем понял, что от меня хотят мои товарищи. Но однозначно, я не понимаю. Наверное, лечь и пытаться кого-то ждать здесь. Это не совсем разумно, если честно. Я так не делаю. Дальше. Кстати, совет: поставь низкие настройки графики и высокий FPS. Там так все геймеры делают. Не-не-не, вы не совсем поняли. У меня основная миссия вот этой счастливой игры не в том, чтобы делать как все геймеры для того, чтобы победить. У меня миссия стрима сегодня показать, как быстро умирает батарея. То есть, чтобы вы прикинули, там за час, допустим, как быстро в PUBG на Redmi Note 8 Pro просядет батарейка. На данный момент довольно быстро просаживается. Так, что опять сесть? Опять сяду. Все ради раскраски. Что лучше, Amazfit Bip Lite или Core 2? Тун-турун-турун. Внешне мне Core 2 больше нравится. Bip Lite все равно GPS нет, однозначно Core 2. Сейчас на руках Amazfit Bip Lite, понятно. У меня сейчас OnePlus 7, камера вообще не устраивает, смарт стоил 630. Я не знаю тогда, вот смотрите, по поводу смарта и по поводу камеры. Вы видите мои обзоры. Я понимаю, что они не супер-мега топовые, но если кратко сказать, мои обзоры сняты практически последние штук 40 на OnePlus 7T Pro. Вот и прыгайте от этого, учитывая, что я не супер-мега профессионал, так я вообще не профессионал. Вот как снимаю, так снимаю. Я считаю, что самое главное в роликах это, собственно, техническая часть. То, что я наобозревал. Вот. А все остальное это не то чтобы мелочи жизни, но... Так, где тут стрельба? Вот с той стороны. С той стороны заруб. Где они, я не вижу. И может быть это и неплохо. Вижу. Вижу, это очень мило с их стороны сесть там. Нет, это не они. Совсем не понимаю, где у нас противники. Так, что еще бы вам сказать? На что ответить? Вам, наверное, даже интересно, чтобы мы победили. В чем я сильно... Хотя живо довольно мало людей, 16 человек. Из них наш сквад. Так, погнали куда-нибудь там. Дальше. Сначала флешку на второй внешний накопитель ставить надо в настройках. Понятно. Справа смотри. Справа, окей, потом. Дальше у меня за 4 часа Xiaomi Redmi Note 6 разрезается до нуля. Разряжается. Ну, тут вопрос дня, сколько вашему Xiaomi лет. То есть, если у вас не новый, этот практически новый телефон. Ну, не новый, ладно, сколько ему там, месяцев 6, но я его практически не юзал. То есть, может быть, месяц проюзал. Это прям предел. Я понятия не имею, где там товарищ по кому долбит. Но по кому-то он долбит. Притом, по сути, с довольно большого расстояния, а я... все понятно теперь. Кто-то лутается там благополучно. Кто-то у нас лутается. Дальше, сейчас я секунду поставлю X8. Куда-то они погнали. На миньку.
Я не совсем понимаю, где я нахожусь. Ага, в центре. Меня решили скинуть как балласт ненужный. А дальше. Саша, привет. Как называется фирма напальчничков? Вот. Ага. Fillers. Ну, в общем, VRSP Fillers. Я думаю, вы найдете. А так, если что, в комментарии в прикрепе я скину. Опа. Скину конкретно, как что называется. Прикрепленным. В прошлый раз обещала, что-то почему-то не скинул, я не помню почему. Во. Магнум. Я не понял, это мне товарищи оставили или это просто упал. Дальше. 38 лет, 36. Это сейчас звучало как оскорбление, учитывая, что я играю в PUBG. Друзья, во-первых, я играю плохо, во-вторых, игрушки меня не сильно привлекают. Я играю в них в первую очередь, чтобы протестировать девайсы. Я не оправдываюсь. Было время, когда я плотно сидел на чем я сидел. Я много на чем сидел, кстати. Если на то пошло, я плотно сидел на этих Clash of Clans. У меня там ратуша 11 уровня с полной прокачкой. 2 года, по-моему, я рубился круглыми сутками в них. Что довольно печально, но факт. Стоп. Кто-то по мне стрелял. Надеюсь очень, что нас в машине просто не убьют. Самое неприятное. Дальше. Note 8 Pro тянет PUBG. Там же проц... Ну, вот вы сейчас видите, как тянет PUBG или не тянет. Так, стоп. Я не вижу, где товарищи, но где-то они есть. Наверное, они в этом. В доме. Да, в доме вижу. Где-то здесь близко игра еще стреляют с автоматов. Понятия не имею откуда. Ага, уже оттуда. Извините за задержку, тут надо пострелять, по сути. По сути, мы с двух сторон. Тихо. Все, сел. Прямо за руб. Опа, меня почти... Даже пострелять надо. Секундочку. Так, а теперь перестроимся и отомстим чуть-чуть. Ага, не вижу никого. Пока. Опять прыгать? Сейчас, подождите. Захилюсь. Нас 7, значит, там есть сквад живой. Возможно, адекватный, возможно, не особо. Какой ник в PUBG? Польза 66. Заходите к нам в чаек. На какие очки скоро будет обзор? Вот на эти. На Xiaomi-шные. На компьютерные. И мне они реально помогают. Вот. Так, товарищи мои решили не хилиться. А почему, я не знаю. Также товарищи решили искать. Они, наверное, забыли, что там просто в здании сквад сидит. Кто-нибудь скажет моим товарищам, что сквад просто сидит в здании и никуда они не собираются уходить из здания. Дальше. Очки. Народ, скажите, плиз, есть промокод при 20%, чтобы скидка была плюс 4 бакса? Нет, я не видел такой. Мне кажется, это прям очень бодро. Так, хилить. Опа! И меня тоже на тачке. Хиль товарища, потом, может быть, он еще своего. Прямо супер круто. Нет, меня не надо было хилить, я бы дождался. Раз такой уж заруб идет, вижу на дереве там, у дерева там. Здесь, по сути, 2 сквада все-таки живых. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Так, и дальше энергетики, наверное, да? Вижу товарища. Вижу товарища, и может быть даже он выползет. Опа. Как это называется? Так интересно, они засели, получается.
Ладно, можно как раз поболтать. Включи микрофон в игре. В игре включен микрофон, выключены динамики единственное. То есть мужики меня слышат, я их нет. Не видно просто. Польза 66, да. Дальше возьми, пожалуйста, в следующей катке чефир. Окей, ну давайте я все-таки товарищи, которые тут просто мега топово играют, тоже возьму. Дальше, может быть, посмотрим. Пока все норм, но вот единственное, я их не понимаю, политики поехать дальше, чтобы что? Так, не будем подставляться. Нам по-любому надо же, все правильно, в круг заезжать. Выдвигаем и бежим. Тындыр-ындыр-ындыр-ындыр. Все. С этой стороны заходить. Не здесь, наверное, да? Нет, скорее всего, не здесь. Ой, здесь. Так, хилить не успеюсь. Хорошо играет. Очень. Но у нас единственный, если прям супер-мега-герой. Внутри, в этом, в ангаре, чувачок. 3 из них, один живой наш, один их. Так, ну он может нас совершенно свободно поднять. И будет плюс одна мишень. Друг. Дальше. Я норм играю. Польза за рекламу канала банить, конечно. Однозначно. Моментально. Так, где мой товарищ? Товарищ принц, не мог бы ты меня поднять? И у тебя будет все равно, ну пусть не превосходство, но шанс. Тын-тырын-тырын, давай. Я сейчас почти убит. Убит. 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ладно. Шаляви. Дождемся. Дальше. Польза прими, как после катка, мой ник good2. Окей. Давай посмотрим, как доиграет наш принц. Вы же просили, потому что тут осталось, в принципе, ни о чем времени. Дальше. Я с тобой еще ни разу играл. Мой ник Gravel47. Хорошо. Да не важно, кто как играет, если честно. Не забываем прожать лайк данному стриму, если такие штуки полезны. Я понимаю, что это в первую очередь для молодежи. В зону-то помрешь. Понятно. Мой ник пожиму. Я с принцем дружу. Мы с ним вместе с тобой топ-1 брали. Все норм. Окей. Принц прям супер, видите? Принц супер играет. И у них получается 1 на 1. 1 на 1 и смотрим. Зона. Зона. Он сидит в зоне. Я думаю, что он победит. Интересно, он играет с триггером или нет кто-нибудь? Мой Тронспадейн. Так, а что это Amway? Я пожиму. Какие Bluetooth наушники взять для игр на Android, чтобы были не сильно дорогие? Проводные. За рублей 600 возьми и все. Вот слева, да. Уже подходит. Ты решил его пропустить? Или подпустить, правильно сказать. Дальше, какие Bluetooth наушники уже ответил. Мой SGBG. Я с тобой ни разу не играл, понятно. Платина была. Угу. Так, будет ли на стриме на столе товары на миллион? Нет, я думаю, пока нет, но в ближайшее время, думаю, в течение года, да. А почему нет? На 500 000 можно уже, кстати, напихать. А потом меня выследят, ограбят, как Вилсу, да? Только у Вилса 1 000 000 подписчиков, а у меня 100 000, точнее 8 миллионов или уже 9. А как тебе 8 Pro в целом? 8 Pro в целом мне не особо зашел. Просто он дивей. Ничего не понял, но окей. Я пока банить не буду считать, что это просто ошибка. Ошибка, опечатка. Закажи Honor 30 или Honor 30 Pro, когда выйдут. Я Honor 40 Pro хочу заказать, как только он выйдет. Ну вот, мега топ, конечно. Поздравляйте наших подписчиков, они просто супер. Да, принц, ты крут. Видите, как вы просили, так и посмотрелись. Посмотрели окончание матча. Что у тебя на пальцах? Напальчники вот такие вот. Xiaomi-шные. Ну, это бренд Xiaomi. Какой телефон можешь посоветовать за 20к? Никакой, потому что вы сейчас представляете, что кто-то будет пересматривать данный стрим, а 20к это рубли, а телефоны продаются в долларах. Вот. За 20 000, я не знаю, Mi 9, наверное. Много чего можно за 20 000 купить. 8 Pro, 8 Pro стоил 13. Я сейчас не знаю, сколько стоит.
Напальчники от Xiaomi, можно сказать, да. Один из их брендов. Дальше. Смотрим. Главное меню. Когда обзор на Redmi Note 9? Я не знаю, я их пока не покупал, чтобы рассказать, когда будет обзор. Так, все, выхожу и добавляю снова людей. Кого мы там хотели добавить? Давайте так. Так, кого-то я еще собирался. Лола чего-то там. Тихо, тихо, Смольчик. Ну вот кто первый придет, тот придет. Все. Кто пришел, тот пришел. В следующий раз кто-нибудь еще. Я понимаю, разных людей хоть взял. Вон Арстопи и подарочки. Не понял. Зачем напальчники? Мне удобнее так. Саня, в телеге говорят, что ты забанил модератора Владислава. Очень сильно странно. В общем, я перепроверю. А где я его забанил? В Телеграме? Я не мог его забанить. И не знаю, с какой целью и зачем. И заранее за меня извинись там, модал пати. Потому что, по-моему, я никого не банил сегодня. А, на Ютьюбе? Да ладно. А что он такое писал, что я его забанил? Когда обзор на Redmi Note 9? Я не знаю, на Ютьюбе довольно много людей баню, поэтому кто там Владислав, я не знаю. Кто Владислав в телеге, я знаю. Вот. Он модератор. Зачем напальчники? Так удобнее. Что есть на Apple Watch, что нет в других часах? Стабильность Rosdet в первую очередь, во вторую экран, яркость, разрешение, много всяких плюшек, исключая автономности. Ты меня не принимал после катка. Ну, я не знаю, я вот кто был с плюсиками, того и добавил. Какая графика стоит? Еще раз показываю, какая графика стоит. Высоко и ультра здесь. Ну и, соответственно, дальше можете видеть классический вид. Что-то как-то подвисает уже. Говорю, мне не очень нравится этот телефон в играх. Но я перепрошу его на глобальную версию. Может быть, лучше будет. Не забываем прожать лайк, потому что сотненку хотя бы прожмем. Сотня – это хорошо. У вас 57 человек. По-любому кто-нибудь трое еще не ставил лайки. 41 минута. Телефон сел на 17%. Это овер очень много, что крайне непривычно. Дальше. Mi 9T классный телефон. Хорошо. Очень рад, если вы его юзаете, он вам нравится. Я говорю, вам может Redmi Note 7 нравится, может вообще нравится просто с кнопочной, это не сарказм. Потому что большинству людей не нужны особо такие требовательные телефоны. Кому нужны такие штуки? Вот и 20 тысяч вы спрашиваете. За 20 тысяч можно купить, в принципе, стационарный компьютер собрать. Притом неплохой. Покажи ник крупным планом. Найти не могу. А здесь нету, по-моему. Или есть? А, нет, это О, стоп. Не то нажал. Графика, аудио. Нет, польза 66. Чего там ник? Польза 66 по-русски. Redmi Note 7X уже 3 года. Так, дайте я залутаюсь и поотвечаю. Redmi Note X3. Сколько там? 3 года. Ну, норм. Нет, вообще четвертый Redmi у меня был, я не помню сколько. Я на него даже первые 3 обзора снял, но их я удалил. Или нет? Да, я их удалил. Там были прям совсем ультра мрачные. А потом я снял обзор на Xiaomi Amazfit Pace. Это Stratos 1. И вот после этого уже, соответственно, что это за пирог? Зачем мне пирог? Съесть торт, наслаждаться тортом. Тут спросили за 20-й телефон, правда, я в игры гоняю. Не понял, но окей. Так, лучше автоматический пистолетик. Правильно. Дальше. Вырез под камеру на экране не нервирует в игре? Не. Но вообще я вырезы не люблю. Говорю, мне нравится вот мой OnePlus 7T Pro. И тем, что выреза нет тоже. Но единственное, если, конечно, брать за априори во время игры, он вообще не нервирует. Во время фильмов нервирует, если честно, все эти капельки, дырочки, еще что-то. На айфоне, допустим, монобровь вообще не бесит. Не знаю. Польза, если есть торт 6 раз, то получишь титул. Да и черт с ним, с титулом. Я уж испугался, что не успел среагировать по стрельбе. Так, что бы мне еще у вас
Спросите, рассказать. Можно раз один в катку? Model Party, без проблем. Какой у тебя ник? Я говорю, вот я зашел сейчас и перед каткой посмотрел, кто плюсики поставил, с тем я и стал играть. Того и добавил сразу. То есть я же не буду вас приглашать, правильно? А мы потом будем вас ждать. Вот все, кто был активен, с теми играю. Дальше. Какие надежды у тебя на Huawei P Pro? Huawei P40 Pro. Надежда одна, что я его куплю. Потому что стоит он не овер дорого, а мне он нужен. Прям совсем нужен. Хотя денег на него нет. Но он мне нужен. Посмотрим, может быть, кредит возьму, черт его знает. Хочу этот телефон, честно. Прям очень хочу. Хотя сейчас он мне не по карману. Вот. Так, я так понял, что мы полутались, и нет здесь никого, и можно отсюда убегать. Здесь очень скучно все. Сообщение отправлено на проверку. Вы помните, но многие люди понятия не имеют, какой процесс, сколько дури в смартфоне не тормозит. Окей, главная камера и красивый корпус. Ну, может быть, но для меня, допустим, важна еще автономность. Такая маленькая-серьезная деталь. Не знаю, большинству может быть на автономность абсолютно наплевать. Но мы же спрашиваем про отношение конкретного человека. Так, дальше. Куда бежать? В гадку. В гадку. Я бегу в гадку, да? Да. Дальше. Не спамьте, забаню. Спасибо. Мы ее перемотаем, и ты не будешь мучиться. Может быть. А сейчас на что снимаешь? Я снимаю сейчас на OnePlus 7T Pro, до этого на Huawei P20 Pro. Можно с тобой в катку, у меня ник читается просто down. Если сейчас все быстро закончится, то да. А так уже 10, в принципе, я час планировал стримить. Посмотрим. Давайте посидим чуть-чуть, поиграем, а там решим. Хорошая камера. Я так тоже считаю. Возьми коряк и МКУ. Да, вот прям под ногами валяется. Сейчас добегу. Бери Xiaomi Mi 9T Pro, это тоже топ за свои деньги. Будет ли обзор на Realme X20 Pro? X2 Pro. Где брать деньги, чтобы делать обзоры? Александр, зарабатывать. Но единственное, сейчас у меня сколько? 138 тысяч подписчиков. И мне согласилась дать Vivo 2 телефона по очереди. Сначала один, потом другой через месяц. Я, понятно, их верну для обзоров. Но это первые телефоны, которые мне вот так дают, чтобы я сделал на них обзоры. По мне это круто. Учитывая, правда, специфику моих обзоров, не факт, что они второй пришлют. Но с другой стороны, они обзоры видели и все равно посылают. Так что уважуха BBK, которая планирует дать мне телефон на обзор. Пока еще не прислали, но вот надеюсь, что получу, расскажу вам. А так, вопрос-то, то есть брать. Если вы, допустим, ходите в школу, вы берете у товарища и делаете обзор на тот девайс, который у него в руках. Если вы ходите в институт, тем более, по-любому есть кто-то, у кого какие-то супер девайсы. Или не особо супер. Во-первых, супер девайсы никому и не нужны. Можете посмотреть на мой обзор на OnePlus 7T Pro. Мало того, что его конкретным образом захейтили, что я прекрасно понимаю, потому что я его в первую очередь критикую девайсы. Так помимо того, что... Помимо того, что его захейтили, магия еще заключается в том, что... Сейчас, секунду. Что данный телефон никому не нужен. То есть никто, в принципе, про него обзоры-то и не смотрит. Хотя вроде бы OnePlus крутой телефон. Пользовался Samsung режимом DeX. И как тебе? Думаю, что-нибудь попробовать не стоит. Выходит дорого с клавиатурой и всякими доп. Аксессуарами. Нет, не пробовал. Даже понятия, если честно, не имею, о чем вы. То есть DeX. Ник Gravel 47. Понятно. Это бот, будь начеку. Я не бот, но там был бот. Да, я это уже понял. Иначе бы он меня убил. Быть начеку. Тоже постараюсь быть начеку. Да нет, иногда люди играют примерно на том же уровне, что и я, и поэтому они меня не убивают. Не всегда боты. Но учитывая уровень того, как человек был, сколько лута у него было, понятно, что это был бот. Вот. 52 человека уже. Купи в Samsung Note 9. Зачем? Я, кстати, купил один еще телефон. Недавно я рассказывал о телефоне iPhone 5C, который купил на Алишке. Мне он еще тогда в рублях вышел в 3500. Сейчас, конечно, там оверпрайс, просто сумасшедшие цены, потому что доллар конкретно вырос по отношению к рублю. А до этого
Точнее, после этого я успел купить еще один телефон, но там уже был, правда, курс 74, по-моему. Но все равно не 80. И скоро он придет. Когда придет, расскажу вам еще об одном телефоне из разряда восстановленных, но он уже, я считаю, ближе к топам. То есть я даже планирую на него снимать несколько обзоров, чтобы сказать, вот видите, можно на что снимать обзоры, их будут рано или поздно смотреть. По поводу любых видов деятельности на YouTube, единственное, знаете, как вариант, очень часто все спрашивают, и это логично. Последнее время, правда, не спрашивают, но на стримах спрашивают, что неудивительно, потому что сидит в основном молодежь, и вам почему не делать те же обзоры? Что делать? Да ничего, просто снимайте. Снимайте, выкладывайте. Конкретно, конечно, у вас будет какой-то фидбэк от ваших зрителей, черт знает когда. Может, через год, может, через два. У меня, допустим, в течение года я набирал только, по-моему, первую 1000 подписчиков, потом уже все пошло. Сейчас опять все относительно встало. То есть, если бы я год назад сказал, что вот у меня все встало и не увеличивается количество подписок, я бы, наверное, сам себя поругал матом и сказал бы, не выделывайся. Сейчас у всех все плохо, потому что Google отправил своих живых рабочих на домашний работать дома, и основная масса народа, соответственно, не вывозит. А мало того, что не вывозит, работают роботы. И поэтому большее количество обзоров, то, что по идее у меня там должно 100 тысяч набирать, там 30 тысяч, оно набирает 5-6. Иногда то, что должно набирать 5-6, почему-то набирает под сотку. Понятия не имею почему, потому что роботы не обладают мозгом, абсолютно не могут оценивать более-менее качественный или некачественный контент. У них свои алгоритмы довольно простые. Но согласно этих алгоритмов, если делать контент, то потом, когда их заменят людьми, канал может вылететь в трубу. Вот, поэтому на стримах, наверное, набирается больше народа, чем в обычных, на обычные ролики. И еще небольшой момент, довольно серьезный, то, что, допустим, по поводу тех же обзоров. Если пилить не системно, то все будет плохо. Дальше. Скорпиона сними обвесы. С какого скорпиона? Вот с этого? Да зачем? Режим DeX переходить на пользование телефоном или планшетом на монитор. Ну и как? Удачно. Я хотел iPhone 11 на 120 гиг, но хочу себе купить Phablet XC Max 512 гиг iPad Pro, потому что фильмы в HDR-качестве смотреть на таблет это кайф. Опять же, если у вас есть финансовая возможность покупать технику Apple, то есть вы можете купить себе MacBook, можете купить стационар маковский, вы можете купить себе телефон и, конечно же, там те же наушники, прошки там обычные, понятно, что полный фарш – это когда у вас все от яблока, то вам везет. Я бы так и делал, если бы у меня было прям очень много денег. Что у вас в городе насчет вирусяки? Очень просто все. Я не знаю, потому что мне на работу все равно ходить надо. Вне зависимости от того, хоть метеорит тут упадет, хоть, не знаю, хоть каждый 9 из 10 будет откидываться. Вот такая печаль. Продолжить снова. Переподключение. Видите, может быть дело в том, что это китайская версия. Я очень надеюсь, что это не так, но вот так подлагивает телефон в плане связи с Wi-Fi. Притом Wi-Fi у меня Redmi хороший, и относительно того, насколько лучше стали стримы работать, вы можете примерно оценить. Дальше. Яблоко надкусилось, и теперь оно гниет. Оно гнило всегда, но сказать, что техника Apple хуже, язык не повернется, все их конкретным образом копируют, абсолютно нагло. И брать, так снова вступить в бой, брать и рассматривать данные девайсы с призмы, вот они коммуниздят какие-то идеи. Яблоко, в основном все копируют яблоко. Что в наушниках они придумали первые свои беспроводные ушки, что в шумодаве, потому что я единственный нормальный шумодав встречал только у них. Активный, я имею в виду. В чем фишка активного шумодава, допустим, у той же Соньки? У Соньки в принципе ничего не слышно в их наушниках. А если брать... Так, а зачем мне здесь такой... Понятно, Extreme мне здесь не нужен. Вот, если брать, допустим, тот же шумодав у Sonic, у них и так, в принципе, ничего не слышно в наушниках. Я не знаю, зачем там нужен шумодав, там очень довольно бодрые затычки. Если брать эти наушники, то они больше гибриды. Я уже говорил это на прошлом стриме и не устану повторять, что если у вас техника Apple,
Они не зря требуют столько денежек. Вот. Где мои товарищи? Может быть, попытаюсь побыстрее умереть, если пойду на войну с друзьями, с которыми играю. Ну, как-то мы, видите, с квадом разбежались. Можно сказать, что я разбежался с квадом с ними, но можно сказать, что они не побежали за мной. В идеале мой же стрим, правильно? Опа, там кто-то по ним лупит. Ваш товарищ убил игрока. Ну, там же должен быть сквад в идеале. Правильно? А не один игрок. Дальше. Купи кроссовки Johnny Fire. Понятия не имею, что это, сколько это стоит примерно. Дальше Mobile Lite затестишь. Да зачем? Я вот в этом играю и как-то норм. Смысл? Во что играем, в то играем. Так, на карте я отметил, что у нас починки нет. В гадку опять. А в гадке мы были. Давайте поедем вот сюда куда-нибудь. Вот. И что, он не прыгнет? Не прыгнет. Товарищ думает, с кем ехать, и принял решение свое. Дальше. Яблоко, понятно, дроид супер. Еще раз, если вы не замечаете, то я пользуюсь исключительно техникой на андроиде, потому что за тот же 11 Pro Max, более-менее топовый, нужно выложить столько, сколько стоит ноутбук и OnePlus. Вот, то есть, ну сколько он там, 130 в магазине, пожалуйста, 130 тысяч, это 90 тысяч стационар, и еще на 40 можно OnePlus 7 купить, 7T при том. И это очень даже круто, потому что OnePlus очень хороший телефон, а стационар тоже вещь крайне полезная. Так, зачем мы здесь гоняем? Я думаю, просто так, потому что рано или поздно, здесь мы лутались. Дальше. Еще очень впечатлила его автономность 11-го айфона. Да, у айфона прямо сейчас прям мега топовая автономность, что очень круто. Прям мега круто. Или почку продают. Да нет, просто дело в том, что когда ты будешь взрослый и будешь получать, ну, не факт, что ты будешь получать большие деньги, но, допустим, вот у тебя там несколько квартир, есть машина, то ну какую технику тебе покупать? Серьезно, ты пойдешь Xiaomi покупать? Нет, зачем? То есть зачем, если она лагает? По факту. Она лагает, ну, Xiaomi лагает, как любой Android. iPhone тоже лагает, техника Apple лагает, не то чтобы не меньше, но лагает. То есть я не скажу, что они прям не вылетают вообще, вылетают. У них тоже эта фигня есть, но дело в том, что она вылетает меньше, во-первых. Во-вторых, у них и правда все очень сбалансировано. И если ты хочешь топовые наушники, это точно яблочные. Если ты хочешь топовый телефон, точно их. Если ты хочешь ноутбук с самым быстрым рендером, то есть если ты монтируешь видосы, либо вообще в принципе тебе жалко свое время, то это тоже яблоко. Вот и все. Куда не плюйся. Замени баги. На что заменить? Зачем? Потому что меня расстреляют сразу в нем, да? Ну, давай. Но чтобы его заменить, надо найти другую машину, правильно? Вот. Дальше привет, кукушонок. Данил, надеюсь, ты не мне. А где показатели FPS? А вот они. Допустим, вот 37 FPS, 32 FPS. Примерно так. Дальше. Какие амбушюры посоветуешь на Hello GT 2? Соньки, Panasonic. Вообще со стареньких ушей что-нибудь снимите. Я не совсем понимаю, почему так мало людей осталось живых. Это потому что мы внутри карты бегали и добегали. Хотя вон народ залутался вообще бодро. И по оружию, и по броне. Товарищ со мной сидит. Так, стоп, кто где стрелял? Не вижу. Давай, выходим. Выходим, потому что 17 человек, это не очень много. Я думаю, сквад может быть... вон, народ собрался. А дальше GTA скачай. Зачем? Когда Call of Duty? Давайте в следующий раз Call of Duty тоже. Хотя, если честно, Call of Duty, ну это такое себе удовольствие. В плане того, что там тоже все настроено на то, чтобы получать деньги. Вот, кстати, сейчас кто поедет со мной за ящичком? Погнали? Погнали. Тихо. Не-не-не. Я не знаю, зачем они стреляют по мне. Ага, понятно, зачем. Спасибо большое. Вот это называется команда. Ну что за подстава? Ёшки-гагошки. Хоть не играй. Бравл Старс, да, обязательно. И в чем же автономность телефона можно будет проверить на Бравл Старс? Основная игра у всех сейчас правильно. Call of Duty или PUBG Mobile.
75% за вторую катку, и всего у нас сколько? 58 минут за час. 25% это очень много, прям совсем много. И телефон, правда, единственное не подлагивает, но несколько раз вылетал. Так, а чего мы тут сидим? Я не смогу ехать, потому что они прострелили мне колесо. Друзья. Друзья прострелили мне колесо. Вот что за жизнь, а? Вот так и играй. Ладно, окей. У меня даже каски нормальной нет. Дальше. Clash of Clans или CR? Добрый вечер, хорошего стрима, игры, что на пальцах. Ок. Дальше я про PUBG. Добрый... На Redmi 6 Pro AirPods взять или Huawei 3? Лучше Huawei 3. Хотя, опять же, автономность, если час критичен, говорю, для меня час критичен. Вот когда я говорю 5 часов автономности у первых AirPods и вторых вкладышей. Но это прям хорошо. Плохо, когда их не 5 часов. Вот. Ага. Не совсем понимаю, куда нам ехать. Может быть, товарищи подождать. Дальше, где у нас по карте? Куда можно ехать? В госпиталь можно скататься. Еще один товарищ идет. Ей! Все, мы теперь на колесах. Дальше прикольно, если будешь приходить любую GTA до 0%. Да, может быть и прикольно, но вот смотрите, на стриме, ну, в принципе, 74 человека это очень много для подобного стрима, для меня конкретно. Ну-ка, может быть, здесь что-то осталось? Посмотрите. Полутайтесь. Думаю, осталось. О! Да ладно. И они даже не взяли его. Прикиньте. А почему они не взяли? Мне даже очень зашел. Так, товарищи, сесть. Ага, вести. Почему я вести? Ну окей. Дальше. Кротов не спань. Сайнс Redmi Note 8 Pro, он себя ведет на Mediatek, стабильностью пахнет, нет. Пока стабильно, но, опять же, это вот прошивки менялось несколько раз. Прошивка менялась несколько раз. Это раз, а два, есть такой момент, что он греется. Но пока не так критично, если честно. Единственное, меня напрягает, конечно, количество... Опа. Что он так сел. Сел, и это нехорошо. Вот сейчас мы попробуем, кстати, скататься, еще один ящичек забрать. Я не понимаю, кто по нам стреляет, но это какой-то супер подлец. Что едет спокойно машина, да? Чего по ней стрелять? Никого не трогаем. Даже не стреляем ни по кому. Или это мы стреляли? Другие? Хоу. Хоу-хоу-хоу. Не вижу этот. Дым. Во, вижу дым. Во, вижу клиентов. Там заруба, по сути. Заруба, заруба, заруба. Так, а где тут еще клиенты? Успели уйти? Нет. Смотрим. Наверное, здесь еще. Во. Опа, вижу. Да ладно, это не я, это или я? Это я. Прикиньте, не мог нажать. Вот вам, пожалуйста, и глюк. Нажимал вот реально. Может быть, это из-за пальчиков. Спасибо, товарищи, если поднимешь. Но как-то пока не поднимают. Поднимают. Ей! Дальше. Скажи, а какую прошку iPad лучше взять? Чем позже, тем лучше. Можно ли заказать из Китая оригинальные Easy? Я даже не знаю, что это, вот честно. Знал бы, сказал бы. Так, сейчас, секунду. Нужно залутаться. Это мне все не нужно. Это все для серьезных пацанов. Ох, ох, ох. Это называется полный фарш. Так, а винтовку никто брать не будет, вот эту супер? Или уже взяли? Взяли, наверное, уже. Дальше. Дальше мне нужно лечь и полечиться. Вообще какая-то беда с... То ли это из-за напальчников, то ли в принципе все плохо.
Ну, там народ зарубается как-то люто. Шесть человек, из них 2 человека, получается, не наш сквад, а остальные получается, противники. Так, где стреляют? Все. Все, друзья, поздравляю. Второй раз топовый сквад, надеюсь, подписчиков пользы нет победил. Не забываем подписываться на канал для стримов. Там вот такие ушки мы будем разыгрывать. Кстати, вот это я понятия не имею, как стреляют. Давайте проверим. Разыгрывать, как только будет 1000 человек. Не, норм тема. Вообще лютая, я бы сказал. Можно с тобой? Посмотрим, кто будет, с тем и будем. Вот как бы как-то не реагируют они. Окей, давайте без напальщиков попробуем. Хорошо играешь? Нет, я вообще-то плохо играю. Это просто товарищи, с кем я играю, играют хорошо. Дальше, кстати, если не сложно, расскажи про шумодав, как он работает. Это как у активных наушников или что? Шумодав у чего? Я не совсем понял. Амбушюры от Halo GT1 отдельно купить можно? Конечно, можно любые амбушюры купить. И, скорее всего, они будут топовыми. Ну, не топовыми, вам желательно со старых наушников затычек, Sonic, Panasonic, еще чего-нибудь спокойненько перевесить себе, и все будет в огне. Так, смотрим, кого мы там обещали. Ну, вот здесь плюсика 4, кстати. 4 плюсика и нажал. Не-не-не-не-не, никаких команд. Вот кто плюсики поставил, кто добавлялся, того и добавил. Так, еще здесь кого-то надо принять приглашение. Сейчас добавлю вас. Так. Кого-то я еще предлагал поиграть. Гидза у AirPods. У AirPods очень просто все. Внешний, получается, внешний микрофон записывает шум и в противофазе выдает звук. Вот и все. Какое у тебя звание в работе? Инженер. У меня звание в работе Fireboom. Дальше. iPad играть лучше всего. На iPad играть лучше всего. Согласен. Так, последняя катка, поэтому если кто-то ждет новой катки, мужики, никак. И так уже довольно поздно. У меня есть еще супружеский долг. Это раз, а два, может быть, еще там, когда будет 31 число, это послезавтра, когда будет розыгрыш. Model Party, отлично. Вот, когда будет розыгрыш Mi Band 4 на канале со стримами, может быть, еще там проведу стрим вот этого вот дела. Опять же, почему мне нужна там 1000, чтобы иметь возможность стримить с телефона. То есть сейчас я стрим снимаю на вот этот телефон. G-Fire что-то там приглашает к прыжку. Спасибо большое. А что с батареей? Насколько просел? Все печально, 72%. Ну, по моим меркам. То есть 67 минут за час он просел на, получается, больше, чем четверть. Какое звание в PUBG? Я не знаю. Там есть звание. Ну, закончится катка. Посмотрю. Я говорю, дело не в том, что я нивелирую значение PUBG, а дело в том, что я плохо играю. То есть нужно четко понимать, когда ты что-то делаешь хорошо, что-то делаешь плохо. Вот я, допустим, короткие дистанции бегаю неплохо. И в PUBG я играю плохо. Сколько процентов? Я снова здесь. 71%. Horseman. Дальше Никита, ничего страшного. Я ставлю, говорю, еще раз повторяю, плюсики. Всех добавил. Вот, то есть каждый стрим, пожалуйста, приходите и будем играть. Просто сейчас, допустим, может быть, если меня посадят на карантин, в чем я очень сильно сомневаюсь, вообще каждый день могу стримы делать. Потому что я считаю, что если 50 человек на стриме, это прям очень много. И считаю, что это как раз... хотя сейчас у нас быстро катка закончится. Нашли, куда дропаться. Да. Друзья мои, сейчас готовьтесь, кто еще хочет сыграть. Дальше понеслась. Кто не первый, тот не папа, да? Вот это зарубы.
это лютые зарубы просто. Ей! Смотрим. Всех положили, окей. Вот кто герой сюда решил дропнуться? Кто там супер игрок? Все. Катка закончилась. Давайте еще одну тогда. Вот, если 50 человек будут на стриме, то этого более чем достаточно. Спокойной ночи, мой малыш. Обнимашку. Дальше главное меню. Кто там еще добавится? Кто еще добавится? Просто когда ты дропаешься в подобное место, это чуть-чуть еще дело случая. Нужно четко понимать, что как бы круто ты не играл, ты можешь просто не туда упасть. Правильно? Так, Gravel и Теос, что-то там Down. Не успел, не понял. Ну, я вроде бы с вами... Нет, стоп. Чифер, мы с тобой играли. Вот только что. Давай еще кого-нибудь. С кем я не играл? Дальше. Вот, Троста Down. Окей. Играем. Начать. 2-0, понятно. Троллить уже начал. Да нет. Дальше. Поменьше агрессии. Да, вообще без агрессии. Давайте, друзья, без мата, хамства, агрессии и всего остального. Почему? Потому что 70%. Модал пати. Это ты вот где нас выбросил, там мы играли. Пользы ребята хотели в парк, я понял. Ну вот ребята хотели побыстрее закончить просто и все. В настройках разработчика нет случайно вот FPS. 31. 41. 44. 35. 45. Все это, если честно, вот по поводу FPS, это переоценено. Почему? Потому что либо штуковина лагает, либо не лагает. Вот сейчас ничего не лагает, но аппарат греется довольно бодро, без чехла. Плюс довольно бодро садится. 70% это мало. Ну, я с тобой поиграть хотел. Ну, поиграли, по факту, модал пати. Дальше, что лучше, чисто Android или оболочка Xiaomi? По мне Android. Знаешь, где Республика Калмыкия и Листа? Да. Что лучше, в настройках разработчика нет случайно треков. Ну, я потом установлю, говорю, просто для меня это не актуально. Вот. Абсолютно не актуально. Бравл Старс. На Бравл Старс, к сожалению, слишком маленькая нагрузка. Вот. Поэтому целесообразность с нее рубиться нет никакого. Я просто думал, там урона не будет, типа развлекался. Понятно. Дальше. Все. Дроп очередной. Пишем, что еще интересно. Не забываем прожать лайк. Из 50 человек, 59 новеньких, я уверен, что кто-то совсем новенький. Не забываем подписываться на канал для стримов и задавать вопросы, какие вам интересны. На каких настройках папк тянет? Вот на этих. Графика. Притом максимум... стоп, максимум тоже выставляется. На максимум тоже можно. Окей. Я думал, что нет. На один... Может, катку после стрима нормальную? Не-не-не. Модал пати. У меня супруга уже раз 6 заходила и сын. Я же не один живу. С ними тоже нужно общаться. Иначе что? Иначе ничего. Иначе семьи не будет. Вот. Спасибо за игру. Удачи в следующих боях. Вам спасибо. Как-то мы поздновато дропнулись. Довольно. Если у кого-то уже есть чем стрелять. Так, бронька. Пока неплохой вариант. Не самый плохой вариант дропа, но и не самый безопасный, это точно. Здесь ничего интересного. Лутаемся, друзья. Лутаемся. И сейчас, я чувствую, нарвемся мы на друзей. Люлей. Так, узишка лучше. Троечка здесь. Дальше. Hello, я предупреждал в спаме. Да, главное не спамить без хамства, без мата и всего остального. То есть вас же никто здесь не держит. Правильно, зачем людям портить настроение? И так ситуация в стране и в мире
довольно тяжелая, да во всех странах тяжелая. Потому что тем, кто сейчас, допустим, мне сегодня уже несколько человек и на моей работе скидывали типа сообщений, что все норм, люди парятся зря, вообще все великолепно. Вот. Нет, все плохо, и лучше обезопашивать себя и взрослые, и дети, и все в опасности. Так, какой живучий бот. Наверное, это бот. Надеюсь, это бот. Что если это не бот, то мне чувака жалко. Так нелепо умереть совсем глупо. Хотя, возможно, он играет еще хуже, чем я, но это маловероятно. Без брони очень плохо бегает. Не вижу. А, вижу. Есть. Так. Да ладно, чувак, ну ты как-то совсем хорошо стреляешь. Да, без пальцев удобнее играть пока. О, ничего ж себе, у него и минька, и полный фарш у чувака был. Серьезно? Вот такие вот у меня друзья, товарищи, хочу отметить, с кем я играю. О, карма. Карма. Какая-то тусовка не особо. Так, лучше всего жену и сына на папка подсадить. Да нет, не особо хороший вариант, если честно. Я бы даже сказал, что это довольно плохой вариант. Так, Жиган не спамь. Да, спасибо. Что там еще у нас интересного? Где у нас тусовка? Мне кажется, в каком-то адском месте, в котором мне никто не хочет давать каску. Что меня очень сильно напрягает. Что за напасть-то такая? Мне вообще дадут полечиться? А все почему? Потому что мне не дали автомат. Друзья стырили автомат и все. Ну да, давай, еще ты залутайся. Что за подход? Никакого товарищеского подхода нет. Так, кому нужна минька, там... Не минька, а этот... Опа. Ты прости, я в нули. Опа. Кто? Откуда? Кто-то издалека по нам лупит. Ага. Да. Если у меня даже 3 фрага. Какая-то совсем лютая система. В общем, все, что они налутали, они отдали нам. А дальше сильно нагрелся. Да нет, кстати, терпимо. Я думал, все намного хуже будет. Я говорю, мне кажется, прошивка вывезла. Хотя вот в углу, вот здесь вообще невозможно держать палец. Так, что у нас интересного? Берем, конечно же, АК. Патроны у нас даже есть. Не АК, вот этот М47. Серьезно? Короче, у меня забрали М47. Ладно, черт с ним. Так, что тут за заруб? Да ладно. Други. Стоп. Сзади. Есть. Это уже называется бот. Почему так в игре много ботов, друзья? Дальше. Возьмешь в пати? Нет, больше катку не буду. Уже 78 минут прошло, други. 1,5 часа. В следующий раз, если, говорю, будет народа побольше, тогда. Да и даже если не будет побольше, пока в 50 человек нас набирается, в принципе, туса норм. Надо в будний день собраться как-нибудь. Тем более, все равно большинство людей у нас сейчас на домашнем самообеспечении. Я пока нет.
Может быть, меня... Ну, хотя я сильно сомневаюсь, что я буду дома тусить, только если заболею. Но болеть пока я не хочу, если честно. Ну что, где у нас здесь еще? 48 человек еще живых. Эгегей. Йо-хо-хо. Мне кажется, что наш сквад убил, наверное, человек 20. Опа, понятно. Вот в чем дело. Видите, очень часто Wi-Fi теряет. Go каждый день трансляции. Не вариант. Тогда у меня не будет обзоров. Ботов много из-за твоей хорошей игры. Смешно, Павел Белов. Сарказм засчитан. Но у меня же есть команда, и в команде много хороших игроков. Так что не надо тут. Дальше. В начальных катках будет. Это не начальная катка совсем. Тындерин-дырин. Попытка еще одна. Окей. Попытка провалилась. Сейчас он еще раз предложит. Саня, go стрим завтра и послезавтра. Не-не-не, не вариант. Ну смысл? Тогда о чем мне рассказывать? Мне же нужно делать обзоры и потом рассказывать об этих девайсах, правильно? Я уж точно не человек, который стримит просто так. 66% довольно печально, если честно, по автономности. Так, друг как-то сильно подвис, троечка. Троечка подвис. Ненавижу в домах стрелять. Здесь прям совсем хорошая реакция нужна и хороший интернет. Так, ну чего, мы лутаться будем? Дальше. О, да ладно. Вы это тоже видите? Я даже сделаю вид, что я с нее стреляю, хотя вы сами видели, что я ни разу с нее не стрелял. Так, и благополучно мне нужно туда хоть какую-то оптику. Дальше не нужно. Отличная, да? Ощущаете профессионализм? Дальше. О, Рик, огромное спасибо. Ты сделал мой день, не сарказм. Ну, ты и еще несколько человек, которые сюда приходили, но ты в основном. Зачем кружиться, заходи через окно. Я подумаю об этом завтра. Когда стрим с розыгрышем? Гидзе, еще раз, 31 числа на втором канале будет стрим с розыгрышем. Там все будет очень быстро. Я бы сказал, максимально быстро. Вот. Чего там, где мы по карте находимся? Вот сюда, да. Куда идем, туда идем. Дальше, зачем кружиться? Мур. Так, а джойстик в PUBG можно изменять? Да, можно делать маленький. Могу показать как. Управление, настроить. Вот, допустим, уменьшить его. Размер. Или вы имеете в виду сам джойстик? Да, у меня есть несколько обзоров. У меня, кстати, пару обзоров вот почему-то на FIA. Сначала не зашли, а потом больше 100 тысяч. То есть люди реально рубятся через эти, как их называют? По сути, да, 3 часа стрима, это тяжело. 31-го поиграем, может быть. Александр, не болей. Постараюсь. Нет, вообще лучше, чтобы я заболел, тогда будет больше стримов. Во всяком случае, 2 недели, пока я буду умирать, стримов будет больше. Вот. Главное юмор, правда? Особенно, и я прекрасно понимаю, что я ужасно шучу. Чтобы, если кто-то решит сейчас написать, что польза, у тебя крышка не на месте, есть такое дело. Я бы столько обзоров не сделал, если бы все было на месте. Дальше я отойду на 5 минут. Окей, я не думаю, что стрим закончится, хотя все бывает, так сказать. Надо куда-то бежать. Что-то решать, куда-то бежать. Машина. Надо ехать куда-нибудь на машине. Какой-то тоже не супер топовый игрок по эквипменту. Хотя, может, и супер топовый, учитывая, что розовая одежка. Да нормальный ты, да. Смотря как смотреть. Дальше. 53. Вопрос еще так. Александр, какую музыку слушаешь? Сейчас у меня закидано Аврил Лавин, РХЧП на телефоне и топ-40 UK. Ну, не считая всяких штуковин, которыми я тестю наушники, но их смысла вам перечислять нет. Аврил мне нравится, РХЧП нравится. Все что-то старенькое. Говорю, был момент, 2 месяца вообще монеточку слушал. Могу перечислить несколько вашего поколения певиц, но мне кажется, что они вам не особо зайдут. Сейчас
5 секунд. Швец, по-моему, так ее не имя, а псевдоним. Вот дня 3, наверное. А, Алена Швец. Вот, дня 3 ее слушал. Так, вообще все печально. Где все? Где кто-то, кто меня убьет, и стрим закончится? Я буду стараться не умереть. И момент истины. Бежим куда-нибудь. Ага, мы уже здесь были, наверное. О, заруб. Кто-то стреляет и по мне тоже. Есть. Кого-то убил даже. А, вырубил. О, стоп. Какой-то баг. Очень крутой баг. Во, клиент. А зачем я сока стреляю? Ой, не сока. Чего, поднимать тебя? Или сначала... Давай поднимем. Умрем так вместе. Ну куда ты уполз? Три, два, один. Ей! Опа, стоп, клиент. Клиент. Да ладно. Красава. Но это было неразумно с их стороны. Слишком много людей. Да ладно, 3 кнокнули? Не. 2 человек только кнокнули. Дальше, как думаешь, Стратос и 3 элит когда появятся? Не знаю. А чем вам просто обычные Стратос 3 не подходят? Так, а там кнокнули человечка, который нас кнокнул или нет? Кто в курсах? Кто следит за игрой, друзья? Это новый автомат. Привет, глобальный с NFC. По-моему, да. Но я не перепрошивал, чтобы проверить. NFC-то есть. А вот как он будет отрабатывать, черт его знает. Почему? У меня китайская версия вот эта. Это китайская. NFC вроде бы есть в обычной. Так, граната мне не нужна. Хорош был парнишка. 2 человек кнопнул. Дальше. А ты с 60 FPS играешь? Мне кажется, даже меньше. 35. 45 где-то. Но здесь максималки. Я так понимаю. Подожди, сейчас секунду проверю. Дальше по графике. Ультра максимум. При том, что у нас осталось 62% заряда, мы это сделали за 86 минут. Это очень-очень быстро. Сверхбыстро, я бы сказал. Я хочу на 11 Pro Max стрим провести. Если вам будет интересно. Я надеюсь, что будет. Можно сгонять и взять дроп. Кто поедет? Никто. Поедешь? Ей. Кто хочет, пусть догоняет. Правильно? Дальше. Ты знаешь, что Стратосы не являются умными часами? О, понеслась, да. Что, по-вашему, умные часы? Если с них можно звонить, если с них нельзя звонить. Если есть процессор, то это уже умные часы. Это раз. Два. При желании, что, если можно будет устанавливать программы или что? Что вы имеете в виду, умные и неумные часы? Для меня это умные часы. Вообще все, что имеет хотя бы намек на какую-то программную часть. Дальше. Какие смарты лучше, по твоему мнению? Их много. Но в основном это OnePlus и Huawei. OnePlus и Huawei. Так, в АК я брать не буду. А вот теперь можно убегать отсюда. Даже не ехать. Дын-дырин-дырин. Опа! Да ладно. Да ладно, хорошо самоподставился. Ну, в принципе, все. В принципе, конец стрима. Надеюсь, други победят. Есть тупые часы, да, много. Командирские, наверное. Любые. Мораль. Мораль-то какая у нас? Не забываем прожать лайк, не забываем подписаться на каналы со стримами. Понимаем, что за 1,5 часа
PUBG у нас съел 40%. Это очень много. Напишите, пожалуйста, в конце стримов в прикрепленном в комментариях, хотите ли вы на 11 Pro Max посмотреть такой же стрим. Я думаю, айфончик будет намного медленнее разряжаться. Всем добра, спасибо, что пришли. Пишите, какие у кого есть вопросы, смотрите на канале обзоры и подписывайтесь на канал со стримами. 31 числа встретимся там на розыгрыше 5 фитнес-браслетов Mi Band 4. Model Party, счастливо!